Как и обещал в прошлых видео, что я сниму в скором времени опять ролик. И давайте посмотрим ситуацию, какая прошла спустя 3 дня после того ролика. Посмотрите. По эфириуму. Смотрите, как хорошо отрабатывает зоны поддержки и сопротивления на основе блок ордеров. То есть ордера на основе объема ордеров. И вот, посмотрите, насколько вам нравится график, красивый, да? И сейчас я дальше покажу еще несколько монет, и вы напишите в комментариях, как вам понравился этот график, как он выглядит, как зоны отрабатывают. Смотрите, я побольше покажу, поближе. Вот кому интересно посмотреть, как это все работает. Вот, одна особенность, смотрите. День D прям, когда ударяется очень сильно цена вверх, на большом объеме, видите снизу, да, вот. Снизу объем, и вот свеча такая. И вот, смотрите, тут объем очень-очень большой. И после того, что цена делает дальше, второй раз удар по ордер блоку на продажу, и дальше падает полностью вниз. И все, и можно сказать, подключает нижний ордер блок, активирует зеленый, видите, да? И снизу еще один стоит ордер блок на покупку, то есть. И вот в такой зоне плюс-минус находится сейчас вот цена, потому вот так работает этот индикатор. А вот индикатор, который второй, он показывает, можно сказать, бычий, ведмежий объем, кто больше, кто сильнее. Например, сейчас на рынке это быки или медведи. Это очень-очень важно. Потому вот, что я хотел сказать, на два этих индикатора очень важно, то есть обращать внимание. И они работают в совокупности, если вместе работают, то в принципе плюс-минус хорошо, неплохо работает. Смотрите дальше, смотрите, какие строит цена, вот такие ценовые сегменты, временные, также само строит от ордер блоков, как она подходит. Вот, смотрите, прям полное накопление на... Тут накопление, потом снизу накопление. И это что-то большое произойдет в будущем. Что я имею в виду? Что сейчас это все накапливается, и, скорее всего, эфир выстрелит вверх. Ну, я так думаю. Потому что, смотрите, накопление уже вот в такой зоне складывается. Сейчас оно идет. Возможно, еще выбить низ, то есть пробьет вниз, а потом дальше вверх. Вверх обязательно, потому что смотрите, какие ордер-блоки на продажу. Они довольно широкие, большие, и накопления 100% идут довольно сильные. То есть много людей в шорт ставят, то есть на продажу. И когда цена будет их пробивать, то есть стопы закроет, и, скорее всего, очень сильно стрельнет вверх до 4800, до 5000 долларов. Потому вот я ожидаю в ближайшее время, что там полмесяца, месяц это произойдет. И давайте по биткоину. Итак, смотрите, в прошлый раз я показывал в прошлых роликах, в прошлом, позапрошлом ролике, вот я показывал такую штуку. Вот, эти зоны, тут где покупки были, то есть тут где очень хорошо отрабатывала цена от ценовых уровней на покупку ордер блоков, то есть от ордер блоков как работает цена. Вот, смотрите, тут один удар был, второй, третий удар, и все, цена отскочила полностью вверх. И так же само, как с эфириумом, только удар не был сверху, то есть не дошло, но цена упала и активировала зону зеленую, видите, да, и сейчас вот так работает. И сверху серым, если вы видите, вот серым, прям такого чуть-чуть видно, тут один и второй неактивированных серых ордер блока. Если цена дойдет и отскочит от них, они активируются и станут красными. Потому вот в ближайшее время я, когда буду снимать, я вам покажу, что произошло. Если вам будет интересно или сейчас интересно, как это все работает, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно посмотрите в будущем, что произойдет на графике. И также я покажу результаты, как это все работает. И пишите обязательно комментарии и свои мысли, потому что мне очень-очень важно это. И я хочу еще показать монетку BNB. Видите, смотрите. BNB находится в такой зоне,
это на покупку было еще. Я где-то раньше показывал, то есть в прошлых роликах, когда вот эта вся синяя линия, то есть синяя линия, видите, такая зона, это все было ордер-блок на покупку. И его полностью цена пробила, можно сказать. Он очень широкий был, и то есть силы прям сильно не имел. Чем более тонкий и объемистый, он более сильный ордер-блок. Хотя это не всегда 100%, но в большинстве случаев оно лучше работает, чем широкие, прям очень сильно. Потому вот посмотрите, как тут отрабатывает и что произошло за этих 3 дня. Вот эта зона. Потому вот с 5, 6, вот 7 число, с 4, посмотрите, цена, в принципе, отбилась от зеркальной, это уже встает ордер-блок. Если цена снизу, то он будет отрабатывать снизу, как на продажу, то есть сопротивление. Или если сверху цена, то будет как на покупку, на поддержку обязательно. Вот. Потому вот синие, они так работают, а зеленые только на покупку или красные только на продажу. Они еще не сломлены. Потому нам нужно в первую очередь на несломленные смотреть, а потом уже смотреть и на зеркальные синие. И вот это по ситуации по BNB. И я думаю, что в ближайшее время еще, скорее всего, дотронется цена до вот этого 867, сколько еще, $868. Я ожидаю, что в ближайшее время это все будет. И если будет очень сильная активация, то есть сразу включатся продавцы, и цена пойдет даже вниз до первого зеленого или второго зеленого ордер-блока на покупку и отскочит от него. Потому что сейчас на данный момент на графике, ну то есть цена и объемы в принципе плюс-минус не сильно прям сильные такие движения происходят, но ожидаем в ближайшее время, что будут какие-то большие тренды, не так, как сейчас вот flat, смотрите, это все flat называется, то есть цена, в принципе, в одном ценовом диапазоне находится, вот это очень сильно важно. И также, как по эфириуму я показывал, вот эфириум, смотрите, это ценовая зона, в которой находится, это flat, кто не знал, это называется flat, это цена, которая в каком-то вот диапазоне сверху зажимается и снизу зажимается, потому вот она так работает, вот, кто не знал. Потому вот посмотрите, как на эфириуме. На биткоине прям сильно такого нет, но оно более широко выглядит, то есть смотрите как, тут чуть-чуть по-другому. И что я хочу еще показать, Solana. Вот, давайте по Solana посмотрим. Тут, в принципе, отрабатывает все с более широкого ордер-блока, первого и второго на продажу. То есть первый, самый низ, смотрите, $209.39, и самый высокий это $216.90. И от этого цена отскакивает, потому что, скорее всего, сейчас посмотрим, какие объемы на этих свечах были. Так, на этом ордер-блоке довольно большой объем, и на прошлом, ну, такой средний. Потому вот и цена отскакивает. Но все, опять же, я говорю, что нужно в первую очередь смотреть, как себя ведет биткоин. Если биткоин себя ведет прям очень-очень хорошо, то есть он может разрушить всю структуру и потянуть все монеты, потянуть за собой обязательно. Потому вот присматривайтесь сразу в первую очередь к биткоину, потом к эфиру. И вот еще что я хотел сказать. AVAX. Монетка AVAX. Итак, смотрите, в принципе, тут похожая ситуация, немного как в биткоина, но тут более широкий такой рейндж, или как точнее назвать, это более широкая такая диапазон цены, в которой двигается цена. То есть тут больше пространства и такое как мини-тренды. Потому вот посмотрите, как в AVAX. Это все началось примерно с числа 24 августа, 25, 24, 23. Вот это все тогда началось. И первый низ был это 26 числа. И вот все до сих пор так продолжается. И я думаю, что очень хорошо зоны видно сверху и снизу. Сейчас скажу цены. Верхняя цена это 25,69.
и 26.01. И нижние начинается это 23.01, и еще ниже это 22.70. Потому вот смотрите на эти ценовые зоны и смотрите, как будет работать в ближайшее время полностью на этих графиках, как цена будет отскакивать. И пишите обязательно в комментариях, понравился ли вам этот индикатор. Я его оставлю, ссылку на него, на TradingView индикатор оставлю в описании под видео. Поэтому смотрите, будет также самоперевод на английский язык. И этот язык будут очень хорошие качественные субтитры. Поэтому обязательно смотрите и описание тоже. Так что до следующих видео. Видео в ближайшие дни опять запишу и посмотрим, что произошло на рынке.